Серия игр Call of Duty. Она то взлетала, то падала, потом вставала и сразу же падала. Так, стоп, это уже было. И Call of Duty Black Ops 6 уже вышел, и он прекрасен. Замечательная сюжетная кампания, которая после себя оставляет кучу вопросов. Зомби-режим, нормальный зомби-режим, а не МВЗ. И нормальный мультиплеер. И эта игра меня затянула на 100 и более часов. Я просто 4 дня сидел на одной жопе и играл в новую колду. Не подумайте. Я не так 4 дня сидел. А вот так. А я твою мать ебал, сука, ты ебаная, бля. Я настолько ёбнулся, что достиг уже 2-го престижа. Добыл золото на 3 пушки и 1 нож. Прошел 2 зомби-карты до релиза нового режима, где ты проходишь чистый сюжет. Прошел всю кампанию, открыл все сейфы и нашел все секреты. Так, подожди-ка. Так, ля это вот здесь. Сета правее. Блять, правее не могу. И поэтому сегодня я вам расскажу о ней поподробнее. И не забудьте поставить лайк. Так, после сюжетки МВ3 надежды у меня осталось только на Триарч, которые сюжетом своим не подводят людей. Так вот, что же там по сюжету? Расскажу вам максимально без спойлеров. Действия новой колды разворачиваются в 1991 году. СССР развалилась. Власти максимально пытаются скрыть всю правду от населения. И в это время группа из 3 оперативников Хэроу, Маршалла и Кейс, главный герой новой части, который, видимо, косплеит главного героя из Метро, потому что он опять не мой. Ну, то есть, он говорить не умеет. Он не то, что не мой, он просто, вы поняли. Ладно, вы можете мне сказать, что в Cold War тоже был не мой герой, но погоди-ка. Там вообще-то это объяснялось тем, что нам просто взяли, стерли память и создали новую личность. Но здесь это бесполезно. Нам никак не объясняется, почему, зачем, для чего. Просто герой опять не мой. Ну ладно, продолжим. Они отправились на операцию по спасению Алави. Это министр обороны. Нам сообщают, что мы его должны вытащить живым. Но когда мы его уже уводим, готовимся посадить в автомобиль, появляется Рассел Заткнись, да, я скажу. Рассел Адлер, который просто берет и убивает нашего любимого Алви. Но в конце концов ты стоишь в ахере от того, что ни черта не понимаешь, какие главные герои. Они забирают Адлера, который просит Вудсу передать фразу «Конь берет ладью». Нам это ничего не дает, и мы возвращаемся с Адлером и отдаем его в тюрьму. Но нас в конце концов отстраняют из-за невыполнения миссии. Главный герой решает разобраться, зачем, для чего Адлер это все сделал. И передали Вудсу как раз эту фразу, благодаря чему они едут в какой-то непонятный дом, который хранит просто кучу секретов. Причем они очень интересные, просто хочется разгадать. Причем этот дом можно еще прокачивать. Покупать арсенал, полигон, прокачивать как-то здание. И после покупки у вас будут доступны так называемые перки, которые также нужно покупать за деньги. А деньги ты находишь на уровнях, в разных местах или же в сейфах. И благодаря этому локации в сюжетке изучать намного интереснее. Так еще и сами миссии плещут своим разнообразием. В одной ты косплеишь шпионов с камерой для отметки разных целей. Охранников, политиков, жены политика. Но мы это забудем. Так и плюсом у тебя нету оружия, и ты все делаешь своими ручками. В другой ты находишься на открытой локации, но не настолько большой, чтобы устать от нее. И на ней выполняешь задания и подготавливаешься к штурму другого здания. Причем все снаряжение, которое ты найдешь именно на этой локации, останется с тобой до самого конца игры. А в третий ты вообще попадаешь в старый комплекс, в котором из-за кое-какого вещества тебе мерещатся зомби, манекены, которые двигаются к тебе, когда ты их не видишь, и разные монстры. И вам тут еще дадут новое изобретение — крюкошка, которая волшебным образом превращает Call of Duty в гребаный Doom. Миссии они сделали максимально разнообразными и запоминающимся. Сюжет чуть-чуть просел, чем в Cold War, но все еще хорош. Компания просто отличная. Как минимум ради нее я вам посоветую купить гребаную новую Call of Duty, ну или хотя бы Game Pass. Записываю это видео во время монтажа. Сорямба, у меня потерялся полностью материал по сетевой игре. Заново снять не могу, Game Pass, sorry, кончился, я не захотел покупать игру. Поэтому всю информацию про Omni Movement, про мультиплеер вы можете узнать по моему прошлому видосу обзора на бету. Добавили там новую практически ничего, только все сделали больше и добавили новую карту Nuketown. Ну, точнее, старую из Black Ops 1, вот.
Потом перейдите по видосу, она там будет по подсказке выше, где-то вот здесь вот, если вы с компа, если вы с телефона, просто загляните в описание, там должна быть подсказка на прошлый видос. А сейчас мы переходим к моему любимому зомби-режиму. Let's do it! Все-таки я истинный зомби-мастер! Они все поголовно качки, вот, посмотрите на этот пресс. И поэтому после МВ3, где зомби-режим был просто говном, скрещенный с говном, так и правочки из нашествия, был просто полным дерьмом. Нам дали обычный зомби-режим. Он представляет себя раундовый карт. Причем со старта их нам дали две. Это Терминус и Liberty Falls. И сказать, что мне понравился новый зомби-режим, это ничего не сказать. Они вернули все, что было в Cold War, но при этом они добавили много чего нового, что стало полезно. Например, механика улучшения перков. Если раньше перки максимально урезались, и при прокачке ты просто возвращал то, что было с перками в прошлом Call of Duty, то теперь есть вкладка «Выбрать улучшение». И там ты не просто улучшаешь перки, но даешь ему различные способности. Например, реаниматор теперь при улучшении может возродить вас, если вы убьете любого противника. Либо же вы можете поставить другое, то что при возрождении своего союзника у вас восстановится полностью хп. Выбор полностью за вами. Джаггерфанта не просто дает тебе здоровье, а еще может тебе улучшить броню настолько, что будет поглощать больше урон. Либо у вас будет меньше здоровья, но при этом ваш щит будет поглощать все уроны, которые будут вам наноситься по спине. То есть просто превращает в щит из старых Call of Duty, который был практически на каждой карте. Или же нет, я уже чуть-чуть позабыл. Ну, а какой-то вообще тебе может дать способность другого перка, который убрали. Они оставили способности разные модификаторы оружия и изменили полностью ресурсы. Теперь у нас лишь одна разновидность на все. Если у вас раньше были то зеленые, то синие ресурсы, то теперь у вас лишь одни зеленые. Так и плюсом у каждого члена команды ресурсы свои. То есть да, наконец-таки теперь не будет сражения за ресурсов. Вернули Google гаммы и убрали лабораторию, где ты их получаешь, потому что игроки жаловались на нее тем, что там можно было покупать специальный элемент 115, чтобы крафтить Google гаммы. Ну что ж, это убрали, теперь Google гаммы выбиваются по мере игры в зомби. Но есть одна помарочка, уже слили, что в скором времени можно будет покупать паки Google гаммов. Охрененно, сражались за хуйню, спасибо. Лучше бы сделали опять лабораторию. Можно было бы даже назвать лаборатория Эдварда Рехтгофена. Ну, как вариант. Карты, а точнее терминус. Просто охрененная карта по пасхалке. И для, в принципе, обычной игры. Чудо-оружие просто тут отменное. И есть вторая карта Liberty Falls. Она очень слабая по пасхалке, но отлично, чтобы фармить волн. Так еще нам выдали новое чудо-оружие и вернули два старых. Вернули лучемет, в принципе, он был в каждой части, и турбину. Кто играл в Транзит, тот ее помнит. В принципе, она не сильно изменилась. Так добавили новое чудо-оружие. Лучемощь. Оно при помощи правой кнопки мыши замедляет зомби, а левой вы стреляете гробаным лучом и всех убиваете. В принципе, чудо-оружие отменное. С хорошей части пора перейти к плохой. Это баг. Ну, я не думал, что не буду знать уровни у противников. Я никогда не задумался, то, что я, когда буду стрелять в голову, оказывается, убивать в тело и наоборот. Вылеты с нихуя. Это вы тут сможете повстречать так-то, ну, плюс-минус часто. Так еще плюсом бессмертие на картах зомби-режима, который я вообще получил случайно. Но, кстати, на удивление, это все, что я встретил. И эти баги встречаются нечасто, кроме уровня, это бесит. Еще в минус хочу записать то, что ты обязательно должен быть подключенным к интернету из-за совместного хаба. Это очень сильно бесит. Так еще, чтобы зайти в компанию, надо перезапускать игру.
что тоже подбешивает. А так игра довольно хорошая. Они много что изменили и добавили нового, но при этом оставили старую добрую Call of Duty практически нетронутой, что мне нравится. Для меня это колда на 8 из 10. Мне понравилось очень сильно. Делайте побольше таких Call of Duty, а не новые МВ3. Ну а ты подпишись на канал, не забудь обязательно поставить лайк. Ну а я пошел жрать морковки и играть в игры. Всем удачи!